At the beginning we were on show. We just have at the end something like this. You recompose the different pictures and you make correction to have something, a building, like if you were like facing the building, to have something as flat as possible and as straight as possible. Значит, делается ряд снимков, и потом это все в графических редакторах уже склеивается вместе для того, чтобы, план архитектурный нам же никто не даст. Так вот, прийти и сказать, дайте нам чертеж вашего здания, мы сейчас на него все эти. Я думаю, ответ немножко предсказуем, в лучшем случае. И поэтому это начальный этап. То есть главная ошибка мэперов на данный момент времени, то есть что происходит обычно. Хорошо проработать архитектурные детали, окошки, рамы, двери, все что угодно, это очень трудно. Поэтому нерадивые мэперы, они используют, грубо говоря, здания тупо как проекционный этап. Я такой ерундой иногда сам занимаюсь дома, вот возьму какой-нибудь колоночки на окно и через весь двор на противоположное здание, концерт какой-то поставлю, все это повесили, ничего. Вот, поэтому этап один – это создание масок. So normally we work on the architectural plan, so it's really easy because we have the vectors of the lines and the faces. But here we have to draw it. I use Google SketchUp because we don't have so much time, so it's free. It's really easy to use, and it goes very fast. But sometimes there are some problems of polygons with this program because it's not the best in town, but it does the job. Соответственно, используется графический редактор SketchUp, он бесплатный, он неплохой, но вот, как говорится, не вот прям хорошо отрабатывает многоугольные структуры. Но если нам необходимо навертеть вот такого дизайна, то получается очень все неплохо. Как было сказано, обычно, конечно, пытаются изначально заполучить архитектурный план, потому что с векторным изображением гораздо легче работать, это просто рационально и правильно. Здесь делаешь, что называется, на коленке. Дальше у нас вот эти масочки открываются в программе C4D, которую используют они для настроек анимации, собственно, что будет показываться и на каких участках, на каких элементах. And then we fix the camera to always have the same point of view, which is really important because we always work on different software, but we always keep the same point of view. Значит, получается у нас 3D-модель нашего здания, и мы уже дальше добавляем куда-то что-то с целью получить конечный такой вариант, конечную картину, какие-то структуры, в общем, отрабатываются сперва, и потом уже, соответственно, мы переходим к более детальной проработке. То есть, как вы понимаете, этот процесс может быть бесконечным. В искусстве ограничивать себя не надо, это я уже от себя. Но взорваться тоже. За одним проектом 200 лет работать смысла не так. So it's the one we use together is C4D for the 3D part and After Effects, Adobe After Effects for some of 3D now. Пользуются также еще и различными другими программными продуктами от компании Adobe, например, то есть говорят, что очень легко и просто там создается анимация. По большому счету, так оно не принципиально в чем работать, потому что это вопрос привычки, вопрос мастерства. То есть программных продуктов, слава богу, достаточно много. So we work with a girl who is a composer, electronic composer. So most of the time we work with her, but we work with lots of people different. Для усиления эффекта, за себя хорошо музыку поставить, поэтому если у нас что-то звучит, то что у нас еще светится, и это прям совокупность получается вообще караоке. С нашими друзьями сотрудничает композитор, девушка пишет музыку, в основном какие-то электронные направления, но под разные проекты они сотрудничают
с разными людьми, с разными композиторами, которые записывают всю эту аудиосоставляющую. И классические есть музыканты, и, соответственно, что-то современное, в зависимости от того, что мы хотим вообще показать, как бы, не знаю, от чего вообще это зависит, от времени, года, может быть, от настроения, как бы, вот видеоряд играется и музыкальное сопровождение физически. Поскольку времени было мало, вот, брались какие-то такие базовые типовые структуры, которые мы сейчас видим на экране. Поскольку, ну, как говорится, старались изо всех сил, но времени было абсолютно в обрез, поэтому и сам мэппинговый ролик получился, скажем так, не очень длинным, но так или иначе. Here you see that we just reveal some part of the architecture. What is important is Я уже вначале сам упоминал, разговор идет о том, что мы не просто валим какое-то видеоизображение на здание, а здесь именно пристальное внимание, всю как бы концентрацию нужно уделить для того, чтобы отработать мелкие архитектурные детали, все формы подчеркнуть, то есть такая история. Как вы видите, вот на фасаде отработали даже совсем как бы тонкие линии вот именно самой арки, где находится вход. Вот. И как раз из мелочей и складывается общая картина, поэтому ни о чем надо делать. Если мы собираемся делать такую инсталляцию, то стоит помнить всегда о том, чтобы мелочам нужно очень уделять внимание. project. It's simple to think about it, but it's really the most important fact. Sometimes you have to choose on a building the part you want to reveal, but sometimes some materials are not efficient to reflect the video projection, so you have to choose the concrete part, the stone part, sometimes glass part also. It depends on what is behind, if it's a bit dirty or not. But it's really the important part, the material where you project. Here for the last... Дело в том, что от надписи получается далеко не любое здание в силу того, из чего его вообще строили. То есть все материалы, отражающие способностью, обладают разной. Поэтому глупо как бы светить на окна, потому что КПД абсолютно получается никакое. Вот. И как себя поведет принцип поверхности здания, это тоже никто не может знать. Вот здесь как бы нам повезло, то, что у нас светлое и матовое, вот, прямо то, что надо для проекции. А от себя расскажу, у нас была инсталляция в Сочи на стадион «Айсберг». Кока-колу заказали мэппинг, в общем, и привезли мы туда самых старших проекторов, 24 штуки поставили. Вот. И жахнули, конечно, очень красиво, но все дело в том, что айсберг, он, само здание синего цвета, оно обклеено кусками разной синей пленки, разных оттенков, поэтому у Кока-колы есть фирменный красный цвет. Как бы вот на синий экран красный цвет сработать было колоссально трудно. Вот. Но оказалось еще хуже, что оно синее, вот на него синий показывали вообще караул просто. Поэтому когда давали наш логотип, то есть белый фон и синяя наша надпись, как бы Panasonic, не видно было вообще ничего, она сливалась просто с созданием и, ну, неграмотно чего-то. And now we're gonna see that how to get from this step where we have like the projection, from this step to the mapping on the building. So we use a software who is called Mapper, where Gael is part of the developer team. So you choose basically, you can see surface 10, 9. So you don't put all the picture at the same time because you'll be using two video projectors, and it's easier after to make deformation if you take just one part here, one part there, and then
those little parts, they're gonna be put on the building and make the correction so the mapping is matching on the building. So here you can see all the surfaces that we select, and the job we do yesterday is to see behind the trees. The part of the building we have to map. It's really hardcore mapping, but this is the wild thing. We are used to do with this software some kind of performance. It can go very fast. You just the better projects are where it's just on the instant, just like kind of performance. You take a video projector, you see, okay, it match. Okay, we go. This kind of tools permit you to be... Который сделан специально для мэппинга. Как вы видите, называется мэппинг. Достаточно известная такая картинка, пользуется ею очень много видеохудожников. Вот. И, то есть, как вот наш коллега говорит, надо просто брать проектор и пристреливаться, попадаем, не попадаем. Потому что в зависимости от ситуации бывают разные нюансы. Как вот, например, у нас, опять же, в Сочи было, все спланировали, потом 10 раз перепроектировали, потому что постоянно наши вышки с корректорами всем что-то мешают, то сначала швейцарцам, то еще кому-то, то огонь не видно, то, не знаю, там музыку не слышно и так далее. Поэтому нас переносили раз 500, наверное. Конечно, в итоге, когда нас поставили и оставили в покое, мы смонтировали проектора и как бы начали светить, а ровно посередине всей проекции осветительная мачта торчит такая. То есть ее не было, когда мы делали проект изначально. Вот, а взяли, потом вот возвели такую конструкцию, что нам добавило там веселье как бы, и занятости. Now, as we said, so you had the surface, and you can see now that what the projector, the image the projector is projecting actually. И показывали на ней вот полосы эквалайзера. То есть там стоял микрофон, и в зависимости от того, какая песня звучала, улавливались вот эти вот звуковые вибрации, и прямо на месте вносились изменения в контент, в то, что отображалось. There is more minimalist installation, just a few lines, white lines, most of the time. And it was running like all night long. It was not like a performance, like 4 minutes. Was something more contemplative. Was going on all the night. It was approved by Fatboy Swing. В общем, все это работало на протяжении целой ночи. Как вы видите, инсталляция такая достаточно минималистичная. Структуры все такие несложные, белые линии, эквалайзер, такие эффекты, они как бы есть уже зачастую готовые там в банках тестовых там видеороликов и всего остального. Но инсталляция не была как перформанс, то есть выступление, посвятили и разошлись. Это работало на протяжении всей ночи. Поэтому все, кто проходили мимо, вот могли этим любоваться. It's a famous digital art festival. There are 1,000 people, and there is a party there in the old industrial building, and there is another party in some kind of. You are limited in the points you can add. Там каменный век, и никому это не надо, и все, вот сейчас уже там я говорю дорогой, но кинотеатр ты кино с чего будешь смотреть? Ну, хотя бы. А здесь вот начались такие дела с интеграцией проекционного оборудования в качестве декораций. В театры стали ставить, в музеи стали ставить, мэппинг это вообще отдельный разговор. То есть нескончаемый поток фантазии, который можно все это дело реализовать при помощи аудио-видео оборудования. Не всегда это становится там, космические деньги, то есть можно как-то все эти вопросы решать и заниматься искусством.